Как думаете, легко ли понять, что человек перед тобой настоящий? Добро пожаловать на мою новую работу. Мой офис — это бетонная комната, где за окном вечный ливень и серые панельки, а унитаз стоит прямо у спальной койки. Мои инструменты — это глазок железной шторки, 3 кнопки, телефон и факс-машина. Моя задача — встречать гостей, но это не обычный отель. В очереди за дверью стоят альтушки, фрики и те, кого даже называть страшно. У меня есть принтер с 2 документами и пара секунд, чтобы найти подвох и решить, пускать их номер или нет. Но давайте начнем с самого начала. Игра начинается с того, что мы появляемся в темной комнате, и только вспышки грозы за окном освещают комнату. Первым делом мы включаем свет и осматриваем наше жилище. Комната выглядит жутко, здесь нет дверей, а планировка максимально странная. Из мебели старая койка, и прямо напротив нее установлен унитаз, рядом с которым лежит дневник главного героя. Открыв его, мы натыкаемся на странный бред. В комнате также имеется шкаф с книгами и телевизор с видеопроигрывателем. И календарь, по которому понимаем, что сейчас 2001 год, 3 августа. На стене висит постер с какой-то девушкой по имени Лилит Кросс. И игра нам дополняет, что в этой вселенной она женская версия Курта Кобейна, и на диване в углу копошатся насекомые. За всем происходящим в комнате круглосуточно следит камера наблюдения. Рабочая зона обустроена сурово. У железной шторки прикреплены записи с инструкцией, где нам расписали нашу работу. На столе всего 3 кнопки. Желтая, чтобы пригласить следующего человека из очереди, зеленая для подтверждения, красная для отказа. По инструкции мы должны использовать свои чувства интуиции и также проверять, может ли гость позволить себе $300. Также есть запись о нашей комнате, где написано, чтобы мы не забывали проверять свой личный дневник, чтобы читать новые записи. Также видим довольно грубый приказ работать, угрожая наказанием. Перед глазами железная шторка с глазком, через который мы и будем изучать тех, кто пришел. Что ж, я нажимаю на желтую кнопку, смотрю на глазок и вижу... Привет, я здесь, чтобы зарегистрироваться. Добро пожаловать. Конечно, могу ли я узнать ваше имя? Да, я Кэнди. У вас есть какие-либо конкретные пожелания относительно номера? О, да, больше всего мне нравится комната 222. Розовые стены так хорошо сочетаются с моим имиджем. И если позволите, чем вы занимаетесь по жизни? Я стример, одна из самых популярных девушек-стримеров всех времен. Хи-хи. И вот тут я немного завис. Стримерша в 2001 году? Либо это косяк от разработчиков, либо это сделано специально. Учитывая, что здесь будет твориться дальше, я склоняюсь ко второму варианту. Понятно, я так понимаю, вы одна? Ага, я просто обязана была хоть раз провести стрим из отеля Harborview. В таком случае, ваши документы готовы? Да, я уже отправила все документы по факсу. После этого разговора на нашей факс-машине распечатались 2 документа: паспорт и выписка из банка. И наша задача — сверить информацию, чтобы не было никаких несостыковок. Фамилия Пудинг, имя Кэнди и номер телефона 405. Игра, кстати, позволяет пользоваться телефоном, поэтому я решил позвонить по этому номеру. Я никаких проблем не вижу и предполагаю, что она нормальная, поэтому нажимаю на зеленую кнопку. И все же я вам не сказал об одной вещи: о нашем боссе. Наш босс, то бишь менеджер, вовсе не человек. На самом деле он демон. То есть это означает, что просто так мы уйти уже не сможем. И на протяжении всей игры мы будем получать ответы на наши вопросы. И к слову, мы ответили правильно, поэтому зовем следующего гостя. И в глазке видим черного кота. Кот? Почему черный кот в коридоре? Он такой тихий и темный, что кажется, будто он сливается с тенью. Я оставлю его в покое, просто позвоню следующему гостю. И я нажимаю еще раз на желтую кнопку, смотрю в глазок и вижу... О, добрый вечер, меня зовут Селина Мейс. Здравствуйте, Селина. Добро пожаловать в отель Harborview. Вы пришли заселиться? Да, я даже не была уверена, что найду это место. Она оказалась тише, чем я ожидала. Здесь нам лучше всего удается сохранять тишину. Вы уже решили, какой номер выберете? Сложно сказать, поскольку я еще не все посмотрела. Есть какие-нибудь рекомендации? Думаю, комната номер 406 вам подойдет лучше всего. Вы производите впечатление человека, который ценит спокойствие, тишину и личное пространство. Звучит замечательно, я согласна. Вам нужны мои документы, верно? Я уже их отправила. Смотрим документы и проверяем. Фамилия Мейс, имя Селина, номер телефона 111. И опа, ошибка в номере ID. И тем более ошибка с датой выдачи документа и со сроком годности. Годность заканчивается раньше того, как ее выдали. Поэтому без сомнения нажимаю на красную кнопку.
Фух, мы не ошиблись. Следующий гость у нас из какой-то интеллигенции. Добрый вечер, Джимми Ларсон. Добро пожаловать в отель Харборвью, мистер Ларсон. Вы заселяетесь сегодня вечером? Конечно, я хочу получить лучший номер из всех доступных в этом месте. Мы, безусловно, можем это для вас организовать, господин Ларсон. Что бы вы хотели видеть в комнате? Номер с видом, кроватью размера king size и впечатляющим мини-баром. И, конечно же, тишину. Я не могу допустить, чтобы меня кто-то беспокоил во время отдыха. Что-нибудь еще? Хотите, чтобы мы включили обслуживание в номер? Вы хотите сказать, что я не могу содержать свое жилье самостоятельно? Конечно нет, я просто хотел убедиться, что у вас есть все необходимое. В таком случае да, я бы хотел заказать обслуживание в номер. Конечно, не потому, что я не могу справиться сам, а потому, что убираться было бы просто ниже моего достоинства. Отлично, могу я ознакомиться с вашими документами? Мой менеджер уже все отправил, не заставляй меня делать твою работу за тебя. После этого разговора на нашей факс-машине распечатались документы. Фамилия Ларсон, имя Джимми, номер телефона 777. И давайте проверим его. Так, ну в целом я не вижу ничего такого, поэтому нажимаю на зеленую кнопку. С нами все хорошо, и это хороший знак. Зовем следующего гостя. И наш следующий гость... Да, это было неожиданно. Но после этого в глазке я вижу его. Меня зовут Джек. Просто Джек. Да. Хорошо, Джек, вы хотите остаться на ночь? Да, нужно всего лишь 4 стены и дверь, которая запирается. Это то, что мы предлагаем. У вас есть какие-либо документы или удостоверения личности? Да, я имею в виду вроде того. Оно немного поношено, надеюсь, это не проблема. Главное, чтобы я мог это прочитать, и все будет хорошо. Спасибо, мне обычно не оказывают столько доброты. Ценю это. Так, фамилия Флинн, имя Джек, номер телефона 013. И, блин, судя по тому, сколько у него денег на счету, то мы не сможем его впустить, так как нам было сказано впускать только тех, кто может позволить себе $300. Но давайте хотя бы позвоним ему. Hello, you've reached the voicemail of Jack Flynn. If you're here for my job application, then I'll try to call back as soon as I can. Please hire me, I'll do anything. И черт, почему-то в этом Джеке я вижу себя. Но прости, брат, на кону и наша жизнь. Наш ответ был правильным, и я нажимаю на желтую кнопку, смотрю в глазок и вижу парня. Йоу, меня зовут Дэнди. Добро пожаловать в отель Харборвью, Дэнди. Чем я могу вам помочь? Да, чувак, мне нужно место, где можно переночевать, понимаешь? Что-нибудь спокойное, куда я мог бы просто провести ребят, может быть, устроить пару вечеринок. Не волнуйтесь, я не буду здесь устраивать погром, ну, во всяком случае, не такой сильный. Меня больше волнует наличие вечеринки, чем беспорядка. Хорошо, я никого не приведу, ты доволен? Если вы сможете соблюдать тишину в установленные часы, этого будет более чем достаточно. Это было бы невероятно круто, чувак. Хорошо, ваши документы, пожалуйста. Чекаем документы, фамилия Далтон, имя Дэнди, номер телефона 420. И давайте проверим и его телефон. You've reached the voicemail of Dandy Dalton. Currently partying, so leave me a message. Я вижу уже две ошибки в имени с буквой Е и Э и в ID номере, поэтому нажимаю на красную кнопку. И все верно. Следующий гость тоже парень. Привет, мое имя Аксель. Здравствуйте и добро пожаловать в отель Харборвью. Вы ищете комнату? Да, мне нужно место для отдыха. Что-нибудь чистое. Не обязательно слишком большой, но и не слишком маленький. Вы будете одни или с вами будет кто-то еще? Я буду один. Хотя я могу пригласить некоторых своих клиентов. Понятно, я могу спросить, чем вы занимаетесь по жизни. Я фитнес-тренер. Я помогаю людям раскрыть свой физический и умственный потенциал. Многие люди не могут сосредоточиться. Итак, если я правильно понял, вы скорее всего впустите много людей, верно? В таком случае, я думаю, комната 104 вам отлично подойдет. В нем также есть тренажерный зал. Есть ли свободные места на верхнем этаже? Нужно найти себе повод больше ходить пешком. Понял, в номере 512 есть все, что вам нужно. Там также есть два небольших окна и одно большое окно, выходящее на юг. Здорово, что касается моих файлов, я все вам отправил. Что ж, качок, посмотрим на твои документы. Фамилия Фордж, имя Аксель, номер телефона 222. Давайте ему позвоним. This is Axel Forge. If you want six packs and impress your girl, send me an email. Thank you. И я не нашел никаких ошибок, поэтому зеленая кнопка. И все хорошо. Ждем следующего гостя. Смотрю в глазок, а там старик. Привет, меня зовут...
кажется, Чак. Да, Чак. Благодарим вас за выбор отеля Харборвью. Чем я могу вам помочь? Мне нужно жилье. Мне не нужны никакие излишества, просто крыша над головой, кровать и, может быть, чайник? Я люблю чай. Это можно организовать. В номере 103 есть все необходимое. Что-нибудь еще? Да. Мне немного неловко спрашивать, но не могли бы вы прислать кого-нибудь, чтобы разбудить меня? Видите ли, в последнее время мне становится все труднее и труднее заставить себя встать с постели. Возраст подкрадывается незаметно. Вам нужны были документы, верно? О, да, кажется, я отправил их по факсу. Надеюсь, я все сделал правильно. А еще кто-то дал мне видеокассету и попросил передать ее тебе. Вы найдете его на столе. На комоде и вправду была кассета. Я ее взял и решил посмотреть ее. Ну нет, только не говорите, что мне и тут нужно включать VPN. Наверное, вы заметили, что WhatsApp начали блокировать, а звонки в Telegram обрываются. Я еще не говорю про проблемы с играми, которые появились на компьютере в последние дни. Мне это надоело. Я написал в Google DeadVPN и вот что нашел. DeadVPN — это единственный VPN, который работает без регистрации вообще. На Android он просто ракета. Смотрите, вводим DeadVPN в Google, скачиваем, запускаем, один клик и все уже работает. WhatsApp снова работает отлично. Telegram звонки идут без проблем. На компьютере также просто. Вводим в Google DeadVPN, скачиваем, запускаем, кликаем, и теперь YouTube можно смотреть 4К без задержек. DeadVPN работает в один клик и мгновенно. Все нейросети и ваш незаменимый GPT. Также с DeadVPN нет проблем с играми. DeadVPN доступен на ваш iPhone, Android и компьютер, а скачать его можно просто написав в Google DeadVPN или по ссылке в описании. А мы продолжаем. Просто какой-то бред. Но среди всего запомнились числа 371. Я решаю позвонить по этому номеру. Да, так, пройдемся по документам. Фамилия Флинн, имя Чак, номер телефона 873. Я решаю позвонить еще ему. This is Chuck Flynn's voicemail. Leave a message as I'm busy. И вроде как все у него в порядке, поэтому нажимаю на зеленую кнопку. Это было верным ответом, и игра отправляет нас в кровать, и мы ложимся. Я проснулся и решил посмотреть свой личный дневник. 3 августа 2001 год. В дневнике написано, что мы, главный герой, не понимаем, как здесь оказались. Окно и ставни очень крепкие, избежать не получится. Также мы видели нашего босса, голова козла и тело маленькой девочки. Он сказал, что я могу уйти, если буду работать как положено. И мы вчера умоляли Акселя, того качка, помочь нам сбежать, но он отказался, сказав, что будет занят марафоном в ближайшие дни. И главный герой думает, что видеокассету, которую дал старик, передал сам демон. Первый гость сегодняшнего дня была Кэнди Пудинг. Она попросила ту же комнату, что и вчера. Проверяем документы, и, к слову, документы точно такие же, как и в прошлый раз. Поэтому одобряем. И все правильно. Зовем следующего гостя и видим в глазке Дэнди. Добрый вечер, Дэнди, ты вернулся? Что тут скажешь? Конечно, я вернулся. Кто бы не хотел видеть меня рядом, я душа квартала. Я совсем не похож на остальных, особенно на того бездомного в шапочке. Этот чувак постоянно выпрашивает деньги. Я вчера случайно встретил его, и ты не поверишь, что он мне рассказал. Что? Они будут здесь, они будут здесь. Что это должно означать? Какая-то культовая хрень? Кто знает? Ты не спрашивал? Неа. Твои документы, пожалуйста. При проверке документов я проблем не обнаружил, поэтому я нажал на зеленую кнопку. Следующим гостем оказалась девушка. Лилит, мне нужна комната. Добро пожаловать в отель Харборвью, Лилит. Вы принесли с собой документы? Все данные я уже отправила. И вот прикол, эта девушка та самая девушка из плаката. Фамилия Кросс, имя Лилит. Номер телефона 069. С документами все хорошо. Давайте позвоним ей. What do you want? My name's Lilith Claus. Who are you? Одобряем. И все хорошо. В глазке мы встречаем опять черного кота, но на этот раз он стоит на задних лапах. Мы решаем позвать следующего гостя, но слышим... Что за черт?
Спасибо, что снова выбрали отель Харборвью. Случайно вы что-нибудь слышали секунду назад? Крики или необычные звуки? Крики? О, я ничего подобного не слышала. Я стараюсь не замечать ничего необычного. Понимаю, надеюсь, мне это показалось. При проверке документов на этот раз я не нашел никаких ошибок, поэтому одобряем. Следующий гость – Джимми. Наконец-то, давно пора было кому-то ответить. Этот шум почти не давал мне спать всю ночь. Шум? Я ничего не заметил прошлой ночью. Приносим свои извинения за доставленное неудобство. Я позабочусь о том, чтобы на этот раз ваш номер был идеально готов. Дело не только в номере, но и в гостях. Похоже, этот отель привлекает дикарей. Комната 103, с которой доносился громкий крик. Очень сильное ощущение, что я слышал его раньше. Этого не может быть. Комната 103 пуста. Ага, но старик там с этим не согласен. Вы имеете в виду мистера Флина? Но он выписался сегодня днем. И, кстати, еще, Чак дал мне видеокассету, попросил передать ее тебе. Вы найдете его вместе с моими документами. Я взял кассету и включил проигрыватель. Очередное странное видео, но я заметил, что человек на видео очень похож на этого старика, но из-за качества видео сложно утверждать. Смотря документы Джимми, в банковской выписке мы видим не совпадают имена Джим Ларсон и номер телефона 777, а в паспорте номер телефона 600 Джимми Ларсон. И звоня по телефону по номеру 600 мы не можем дозвониться, так как такого номера нет. Я решаю нажать на красную кнопку. И ответ верный. Следующий гость. Добрый вечер, чем могу помочь? Мы ищем комнату на ночь. Никаких вопросов, никаких проблем. Что ж, и с кем именно я разговариваю? Одни из свободных, но сегодня вечером я один. Понятно. А что же привело сюда свободу? Просто путешествие? Мы перемещаемся по мере необходимости. За некоторыми вещами нужно наблюдать, некоторые вещи сохранять. Сегодня ночью мы отдыхаем здесь. Вы принесли свои документы? Да, все в порядке. Один из нас отправил их по факсу. Мы не терпим ошибок и не прощаем их. Да, очень интересный персонаж, фамилия Свободный, имя Культ, номер телефона 611. И давайте попробуем позвонить ему. Freedom is the only truth. The cult of the free answers. You are free now. Free to confess. Free to sin. Free to bleed. Если судить по документам, то все хорошо, поэтому зеленая кнопка. И это верно. И наш второй день заканчивается, нам пора спать. Наступает третий день, и я читаю личный дневник. 4 августа 2001 год. Из всего текста самое интересное то, что Лилит Кросс передала нам записку. У шкафа на полу я вижу листок. Скорее всего, как раз это мне и передала Лилит Кросс. Прочитав его, мы видим историю такого же администратора, как мы, только от женского лица. И тут у меня первая мысль к теории. Конечно, я сначала задался вопросом, как мне вообще в целом передают предметы, если комната полностью изолированная. Но если говорить о записке, то я задумался о том, от чьего лица был написан этот текст. Если он был написан Лилит, то можно ли думать, что она раньше тут работала? Но разберем все детали в конце игры. Первый гость оказался Аксель. Комната. Аксель, добро пожаловать в отель Харборвью. Надеюсь, вам понравится ваше пребывание здесь. Комната, 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 нужна комната. Вы его получите, не волнуйтесь. Комната, 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 комната. Я услышал шум из проигрывателя и заметил, что возле него новая кассета. Я включил его. После видео я все еще должен разобраться с документами. Сама фотография в паспорте странная, да и в выписке стоит не то имя. И я нажимаю на красную кнопку. И это верно. Следующий гость – Селина. Я рад, что вам нравится проводить время в отеле Харборвью. Есть ли причина, по которой вы продолжаете возвращаться? Ну, наверное, да. Здесь есть человек, с которым я общалась, совсем немного, но мне нравится его компания. Честно говоря, больше, чем я ожидала. Этот отель действительно хороший, у меня нет никаких нареканий, но с тех пор, как я сюда вступила, со мной происходят очень странные вещи. Люди постоянно говорят об одной из комнат, о той, где на дверном косяке изображено копыто. Говорят, по ночам оттуда доносятся странные звуки, похожие на шаги.
Вы, должно быть, говорите о номере 404, но это не имеет смысла, сейчас там никто не проживает. Именно, вот почему меня это беспокоит. Если там пусто, тогда кто же шумит? Мисс, я не хочу показаться грубым, но вероятно это просто старые трубы. Это здание очень старое, поэтому скрип и шум это нормально. Полагаю, вы правы, должно быть я ошиблась. Документы вроде в порядке, и я нажимаю на зеленую кнопку. И это верно. Следующий новый гость, и это Джек. Ты снова вернулся? Что на этот раз? На этот раз все документы в порядке, клянусь. Просто, пожалуйста, проверьте их. Джек, ты знаешь, почему я так говорю? Нам нужны гости, но каждый раз, когда ты появляешься, все идет наперекосяк. Ты мешаешь мне выполнять свою работу, когда подаешь только поддельные документы. Я знаю, в прошлый раз было по-другому. Я сам решу. Мой начальник, он строгий. Понимаю. На этот раз я тебя не подведу. Проверь свой факс. Что ж, давайте проверим. Так. В целом все в порядке, но 1322 год. Прости, Джек, но я, впрочем, не удивлен. Эй, угадайте, кто вернулся. Думали, что от меня так легко избавиться, да? Я, в общем-то, и предполагал, что ты снова появишься. Конечно, я вернусь. Эта девушка, с которой я познакомился, просто без ума от меня. Вы же знаете Селину, правда? Это она. Селина? Серьезно? Это неожиданно. Что тут скажешь, чувак? Люди такие же, как я. Все зависит от того, как на это посмотреть. Проверяем документики, и с ними все хорошо. Нажимаю на зеленую кнопку. Фух, это верно. Следующий гость Кэнди. Добрый вечер. Привет, Кэнди. Начинаю чувствовать, что ты живешь здесь дольше, чем я. Ну, может быть, мне и следовало бы, но разве вы можете меня винить? Здесь уютно, тихо, и все такие добрые, уже чувствую себя как дома. Я восприму это как комплимент. Кстати, учитывая, что все остальные приходят и уходят, вы видели что-нибудь странное в последнее время? Дайте подумать. У окна сидела ворона, и когда я спросила остальных, все сказали, что тоже ее видели. Но она не была похожа ни на одну ворону, которую я когда-либо видела. Какая-то странная, понимаете? Как же так? Это была ворона, но с красной головой. Ворона? Красная голова? Это должно быть была курица, а эта голова, это называется гребень. Нет, я знаю, что видела. Это была не курица, а ворона. Посмотрите в окно, может и вы это увидите. Я отошел и решил посмотреть в окно. Но никого не увидел. Придя обратно в глазке, Кэнди спросила: ну и что, вы это видели? Я ничего не нашел. В любом случае оставайтесь здесь, я пойду проверю файлы, которые вы прислали. Я проверил документы, и с ними все в порядке. Нажимаю на зеленую кнопку. И решение было верным. И к нам пришел новый гость. Привет, добро пожаловать в отель Харборвью. Ты в порядке? Ты выглядишь взволнованным. Привет, да, я в порядке, просто разминаю ноги. Хорошо, чем именно я могу вам помочь? Помочь? Мне просто нужно место, где я мог бы посидеть немного. Затаиться, понимаете? Затаиться? Да? От чего именно? От всего. Люди, которые догоняют тебя. Лучше не задавай слишком много вопросов. Я бы не хотел, чтобы они тебя тронули. Хе-хе. Ха-ха-ха. Хорошо, мы можем это организовать, но прежде чем это сделать, у вас есть необходимые мне документы? Да, все на своих местах, отправлено по факсу. После этого разговора на нашей факс-машине распечатались его документы. Фамилия Дой, имя Джон, номер телефона 015, общий баланс 10 миллионов, офигеть. И довольно странные даты транзакций, 15 лет назад. Я хочу позвонить ему. Hey mom, I don't know if you'll hear this, but I'll leave it in my voicemail anyway. They'll carry out my sentence tomorrow. They'll put me to the chair. I do have a plan though, but can't share the details here, as it might be used to track me. I only want to say goodbye, so goodbye. Ну, судя по тому, что никаких ошибок в документах нет, я нажимаю на зеленую кнопку. И все верно. Следующий гость — Лилит. Я вернулась. Спасибо, Лилит, что выбрали отель Харборвью. Я не ожидал увидеть вас так скоро. Все меняется. Да, конечно. А что привело вас сюда на этот раз? Комната. Мы можем над этим поработать. Документы на двоих. На двоих? Кто пойдет с вами? Никто. Отойдя от глазка, мне позвонил телефон. Даже не знаю, от кого это. Проверяя документы, вижу ошибку в дате выписки из банка. Оно 30 августа, хотя сегодня только 5. Я нажал на красную кнопку. Фух, это верно. Наш день заканчивается, и мы ложимся спать.
Я также проснулся и первым делом пошел читать мои записи. 5 августа 2001 год. Главный герой осознает, что в первый день Аксель нам сказал, что его не будет несколько дней. Но вчера он все-таки пришел, и нас тогда осенило, что тут есть те, кто не от мира сего. Я нашел записку под кроватью. Она от того же человека, который раньше здесь работал. В тексте написано, с чем сталкивалась бывшая работница, и по идее с тем, с чем мы и сейчас сталкиваемся. Нажав на желтую кнопку, сразу звонит телефон, и я слышу очень низкий голос. Следующий гостем оказался Джон. Ты все еще здесь? Я думал, ты сказал, что тебе нужно всего несколько минут. Да, минуты, часы, сложно все это отслеживать. Когда я в движении? В движении? Эта штука у тебя на ноге. Люди просто так не ходят с ним. Ты правда хочешь, чтобы я поверил, что ты просто двигаешься? Хе-хе. Верьте тому, кто помогает вам спокойно спать по ночам. Хорошо. Документы. Мне нужно что-то конкретное. Документы распечатались, но там абсолютно пусто. Я решил отказаться и нажал на красную кнопку. И это было верно. Я где-то вас видел, может быть, или может быть нет. Имена, лица, все они смешиваются через некоторое время. Ваш голос кажется знакомым. Это я, Чак, мы разговаривали на днях. А, конечно, я помню, может быть. Ну, в таком случае вы помните, как вы там провели время? Как вам, понравилось? Также, сэр, где вы были 2 дня назад? Я не помню. Мы получили жалобу от одного из гостей. Мы не можем пускать бродяг в комнаты. Да, я понимаю, но я не помню, чтобы останавливался у вас 2 дня назад. Я обещаю вам, это больше не повторится. У вас еще остались документы? При проверке документов все было в порядке. Все верно. Следующий гость оказался не один, там был Джек с какими-то девушками. Открывайся, дружище, король прибыл. Джек, ты выглядишь опрятно, чистым и богатым. Жизнь наконец-то решила быть ко мне благосклонна. Это результат умения правильно выбрать момент и понять, когда нужно действовать. Умение выбирать время, а не кровные узы. Получается, тебе просто повезло. Назовите это удачей, назовите это талантом, неважно, какое слово вы используете, важно только одно. У меня это есть, и я планирую это потратить. И ты будешь этому рад. В смысле, ты же не хочешь его разозлить. Ты и так держишься из последних сил. Откуда ты это знаешь? Что ты имеешь в виду, откуда я это знаю? Я не слепой. Я смотрел видео, я знаю, чего он хочет, и я уверен, что он ищет предлог, чтобы избавиться от тебя. Если он хочет, чтобы я ушел, ему не нужно будет мне об этом напоминать. А если бы и нужно было, то уж точно не от кого-то вроде тебя. Фух, смотрим документы. Документы у него такие же, только перечеркнуто его фото, и денег все еще мало. Я решил отклонить. И это верно. Следующий гость Аксель. Привет, Аксель, у тебя есть минутка? Да, но пожалуйста быстрее, мне нужно тренироваться. О вчерашнем дне. Что происходило? Я пытался понять, что происходит, но ничего не имело смысла. О чем ты говоришь? Я вчера сюда не приходил, я же говорил тебе, что буду бежать марафон последние 2 дня. Ты уже забыл? Прости, забудь. Все в порядке, мне просто нужна комната. Да, что-то странное тут творится. Документы в порядке, зеленая кнопка. Все верно. Следующий гость Селина. Извините, я хотела бы узнать, можно ли забронировать номер, просто какой-нибудь простой. Привет, Селина, давно не виделись. Пожалуйста, только комнату. Хорошо, секунду. Подождите, я бы хотела комнату, которая была бы очень красной. Стены, пол, все красное. А вы знали, что в китайской культуре красный цвет символизирует радость, удачу и жизненную силу? Знал. Мне просто нравится планировать заранее, чтобы убедиться, что все остается в чистоте, в случае пролития какой-либо красной жидкости. Гипотетически говоря. И ё-моё, фото в паспорте вся в крови, и банковская выписка тоже. Помимо вида этих документов, я вижу ошибку в паспорте. Дата рождения 2003 году, хотя сейчас 2001. Нажимаю на красную кнопку. И, конечно, все верно. Следующий гость Ларсон. Моя ситуация хуже, чем я думал. Мой банковский счет практически пуст. Вы знаете того неряшливо одетого парня, который тут бродит? Того в шапке. Джек Флинн ты имеешь в виду. Бездомный. Бездомный теперь я. Он украл у меня все. Он сделал все, чтобы я оказался на самом дне. Ни денег, ни документов, ни банковских счетов. Ничего. Никогда не думал, что попрошу кого-нибудь о помощи. И вот я здесь. Я могу позволить себе только половину, чувак. Думаешь, на этот раз сможешь сделать исключение? У вас вообще нет никаких документов? Ничего. Джек Флинн забрал все.
все, удостоверение личности, банковские карты, даже мои старые квитанции. Хорошо, тогда нам придется как-то обойти это ограничение. Никаких документов, никакого банка. Это будет непросто, но не невозможно. Дайте мне подумать. Какой у вас номер телефона? 777. Я решил позвонить по этому номеру, и там автоответчик мистера Ларсона. You're calling Jimmy Larson. How can I be of help? Но документов нет, и поэтому я решил не рисковать и отклонил, нажав на красную кнопку. И это верно. Следующий гость Дэнди, а рядом с ним Селина. Нам бы хотелось отдельную комнату, что-нибудь, необычное, верно, Селина? Да, пожалуйста, комнату, просто небольшую. Нет, чувак, не слушай ее, нам нужна большая комната, стильная, комфортная, элегантная тоже, не слишком обыденная, понимаешь? Подождите, Селина, что случилось? Ты забронируешь этот номер вместо того? Вместо того? Нет, сегодня мы просто оставим эту комнату. Разве ты только что не бронировала номер? Нет, чувак, мы гуляли всю ночь, ты, должно быть, перепутал ее с кем-то другим. Да, я была с ним весь день. Неважно, извините, должно быть, я перепутал вас с другим гостем. Мне дали документы Дэнди, и я не нашел никаких проблем. Я нажал на зеленую кнопку. И все верно. Следующий гость Кэнди. Кэнди, ты сегодня тихая. Ситуация, она ухудшается. Каждую ночь он кажется мне ближе. Я не могу спать. Что случилось? Могу ли я чем-нибудь помочь? Иногда, клянусь, он знает, что я думаю о нем. Вчера я отдыхала на кровати, размышляя обо всем, что смогу сделать, когда наконец смогу покинуть это место. Кэнди, у меня нет выбора, кроме как остаться здесь. Но ты можешь уйти. Ты же знаешь. Почему ты постоянно сюда возвращаешься? И тут это случилось. Телевизор включился, и я посмотрела несколько тревожных видеороликов. Ты тоже их видела? На видео был странный мужчина на четвереньках и издающий странные звуки. Он снова и снова повторял что-то очень странное. Как? Как ты узнала мое имя? Мусорное ведро. Видит мусорное ведро. И я заметил кассету у мусорки. Решил посмотреть сразу видео. И опять какой-то бред. Я смотрю в глазок, а там наш босс-дьявол. То кто ты? Я это видел, я смотрел видео, я этого не понимаю. Ты не должен понимать, если, конечно, ты не хочешь стать таким, как твой здешний друг. И нам пора спать. День 5. Когда я проснулся, все стало серым. Смотрим запись в дневнике 6 августа 2001 года. Главный герой говорит, что ему трудно верить старику Чаку, который незаконно поселился в отеле, учитывая его возраст. И будто это место проклято, и мы начинаем понимать истинную суть этого отеля. Также я нашел листок на полу, похоже, опять от бывшей работницы. Я снова спросил о своей свободе. На этот раз он рассмеялся. Ты уже свободна, можешь остаться. Гости больше не моргают, он никогда не планировал меня выпускать. Я понимаю, спасения нет. Я зову первого гостя. Привет, чувак, это я, Джек. Я не знаю, что случилось, братан. Сначала все было идеально, но потом все как-то постепенно ухудшалось. Этого демона, его нужно остановить любой ценой. Этот отель меняет всех в худшую сторону. Но мы тебя вытащим, дружище, пока не поздно. После Джека я в глазке вижу: брат, каждое пение, каждый шепот, каждая бессонная ночь, все это было подготовкой к этому моменту. Ради тебя, не сдавайся. Эй, посмотри на себя, все еще стоишь на ногах. Большинство людей сдались бы несколько дней назад. Я сдался, но не ты. Ты преодолел все. Знаешь, раньше я думал, что сила это только мышцы. Мир такой страшный. Единственным утешением для меня было казаться внушительнее, казаться больше других. Но когда придет время, пообещай мне, что ты будешь двигаться вперед. Ах, ну посмотрите, кто дошел до конца. Должен признать, сначала я не думал, что у тебя получится, но черт возьми, ты доказал мне обратное. Респект. Знаешь, от меня часто исходило много шума. Я просто пытался заглушить свой страх. Ты определенно другой. Видя, как ты вошел в эту адскую дыру и остался стоять, когда все остальные сломались, я набрался смелости дать отпор. Не теряйся, чемпион. Ты проделал огромный путь. Вы прошли долгий путь. Моя вера пошатнулась, но увидев, как ты противостоишь демону, я вновь встала на верный путь. Я буду молиться за тебя, молиться о том, чтобы у тебя все получилось. Наше время истекло, и теперь свет должен нести ты. Ты все еще здесь? Хорошо, хорошо. Хотя я постоянно все забываю, ты остался. Позвольте мне сказать, пока я снова не забыл. Удачи.
Полагаю, сейчас самое время сказать что-то глубокомысленное, но, честно говоря, меня это никогда не волновало. Ты молодец, это я признаю. Ты определенно заставил меня смириться. Немного. Я всегда брал то, что хотел, требовал то, что заслуживал, и никогда по-настоящему не заботился ни о ком другом. А чего еще можно было ожидать? Мы живем в капиталистическом обществе, даже в этом отеле. Единственное различие заключается в том, что наша способность быть равнодушными к страданиям других людей определяется нашей покупательной способностью. Вы не можете меня осуждать. Чем я еще мог заняться, чтобы скоротать время? Здесь, застряв в одном проклятом отеле, издевательства могут стать дополнительным заработком. И все же, мне было гораздо больнее всего так поступить с тобой. Я хочу, чтобы ты убирался отсюда, поэтому постарайся меня не опозорить. Ура, ты справился? Боже мой, я просто не могу. Серьезно, ты потрясающий. Я пыталась тебя предупредить много раз, но каждый раз, когда я это делала, ты просто стоял молча. Но я безумно рада, что ты справился. Я старалась тебя подбодрить, дать советы, чтобы ты не чувствовал себя совсем одиноким. Мы с остальными изо всех сил стараемся открыть ставни, чтобы ты смог сбежать. Когда он откроется, беги так, будто ты проходишь жизнь на скорость. У тебя все получится, ты действительно справишься. Помни меня, помни, что кто-то всегда болел за тебя на протяжении всего пути. Рад видеть, что демон тебя еще не поймал. Послушай, я пережил такое, что ты и представить себе не можешь. Я думал, что никогда не смогу выбраться отсюда. Никогда больше не увижу света. Запертые двери, люди, которые думают, что смогут вас подавить. Но всегда есть выход, если вы не будете колебаться и если вы поговорите с нужными людьми, а мы именно те люди, которые вам нужны. Однако, все решает время. Свобода, ее не дают просто так. Держите рот на замке, ни слова обо мне. Меня зовут Лилит. Уверена, вы не помните моего имени. Я понимаю, что говорю безумие. Обещаю, после того, как вы меня выслушаете, все станет ясно. Вы здесь уже больше месяца, но я уверена, что вам показалось, что прошло гораздо меньше времени, верно? Похоже, вы тоже об этом забыли. Я знаю, каково это, потому что сама это пережила. В конце концов, я же пыталась оставлять записки повсюду в твоей комнате. Теперь это твоя комната. От меня избавились, когда демону надоело. Он был рад найти замену, когда нанял тебя. К тому моменту мы настолько устали от своей жизни здесь, что решили сбежать. Но в этом месте действуют странные правила. Если ты здесь умрешь, ты никогда не сможешь отсюда выйти. Мы убедились в этом на собственном горьком опыте. Наши души удерживаются здесь какой-то странной силой. Сопротивляться бессмысленно, когда враг плод вашего воображения, иллюзия. В таком случае, что же остается делать, кроме как верить лжи? Вы же это видели, правда? Все эти стуки и голоса в тени, странные видеокассеты, появляющиеся из ниоткуда. Но кое-что я осознала только после своей смерти. Иногда для того, чтобы дать отпор, достаточно просто осознать, что бороться было не с чем. Страх может заставить нас совершать глупости или вообще ничего не делать. Но мы решили дать вам то, чего сами уже не можем иметь. Нормальную жизнь. Ты не можешь оставаться здесь дольше. Дальше будет только хуже. Нужно быстрее уходить. Остальные пытаются открыть ставни. Как только оно откроется, я хочу, чтобы ты бежал и никогда не оглядывался назад. Забудь обо всем, что ты здесь оставил, и беги. Ты слышал? Уже открывается. Беги. И вот наступает момент истины. Железные ставни, которые казались вечной преградой, наконец поддаются. Передо мной только пустота и тьма. Я срываюсь с места. Единственный ориентир — далекий луч света. Я бегу и вижу перед глазами имена создателей этой игры. Но меня ждет последнее послание. Теперь ты менеджер. Свет в конце туннеля. Обычно это символ надежды, но в этой игре свет — это всего лишь еще одна иллюзия. Помните, что сказала Лилит? Чтобы победить, нужно осознать, что никакой битвы нет. Весь этот хоррор, все эти жуткие гости и пугающие кассеты — это нереальные монстры. Это последствия распада личности главного героя. Сейчас я разберу по полочкам, как именно игра сводила нас с ума, кто на самом деле стоял за глазком и что значили эти странные кассеты. Начну с того, что название игры переводится как «Отель с видом на гавань». Но ирония в том, что никакой гавани здесь нет. Из окна мы видим только серые хрущевки и дождливую погоду. Это первая ложь, которую скармливает нам игра. Как только мы открываем дневник в первый день, мы видим там откровенный бред. И тут важно понять одну вещь. Наш герой психически нестабилен. Как нам объяснили, отель обладает странным свойством. Чем дольше ты в нем находишься, тем сильнее расслаивается твой разум. Если разум героя затуманен, мы задаем логичный вопрос. А кто тогда стоит за дверью? И тут начинается самое интересное. Гостями могут быть не только монстры. Часть из них — галлюцинации. Это просто плод воображения героя, порожденный страхом и изоляцией. Другая часть — это реальные монстры и призраки. Те, кто действительно застрял в отеле навсегда. Весь ужас в том, что герой, а вместе с ними и мы, не может отличить одно от другого. Ты можешь впустить призрака, думая, что это человек, или отказать галлюцинации, думая, что это монстр. Из этого факта о галлюцинациях следует и смысл видеокассет. Кассеты — это хроника того, как герой сходит с ума. Посмотрите на их прогрессию. Сначала они просто странные. Но после случая со стариком Чаком Флином, помните, он просил
попросил прислать человека, и на кассете мы видим возможный труп. У нас просыпается паранойя, мы начинаем винить себя. Последняя кассета — это уже полный хаос. Герой настолько потерял себя, что на видео видит какую-то фигуру и не понимает, что эта фигура он сам. Он смотрит на мир и собачьи будки, потому что больше не чувствует себя человеком. Он верный пес менеджера, его личность стерта. И конечно, одна из жутких деталей, которую мы осознаем, это манипуляция нашей памятью. Мы начинаем игру с полной уверенностью, что на дворе август, и это наш первый рабочий день. На самом деле мы здесь с июля. Мы работали весь прошлый месяц, встречали гостей, нажимали на кнопки, но отель стер этот месяц из нашей головы. И это меняет все. Те нормальные люди, которые якобы встречали нас в наш первый день, которые нам не показали, они уже тогда были мертвы. Мы целый месяц жили и работали среди трупов и призраков, даже не подозревая об этом. Наша память была очищена, чтобы мы послушно продолжали выполнять свою роль. И это объясняет, почему герой уже в первый день в дневнике пишет всякий бред. Его разум уже начал разлагаться за июль, который он не помнит. И если когда-нибудь вы увидите объявление о работе в отеле с прекрасным видом на гавань, просто вспомните это видео. В целом игра мне понравилась. По большей части она берет своим визуальным стилем. Эти бесконечные дождливые панельки за окном и гнетущая тишина в комнате, все это работает на ура. Но как и в любом проекте, здесь есть моменты, которые, на мой взгляд, можно было бы улучшить. Мне немного не хватило влияния наших решений на сюжет. То есть, если мы ошибаемся и впускаем не того гостя, игра просто переходит к следующему персонажу. Единственное наказание — это визуальные эффекты. Меняется цветокор и появляются голоса на фоне, но глобально на историю это не влияет. Но мне хотелось бы видеть разные концовки или хотя бы более тяжелые последствия за наши ошибки, чтобы каждый выбор глазок ощущался как последний. Также последняя надпись «Теперь ты менеджер». Вот тут, конечно, спорно. С одной стороны, это дает ответы, но с другой я бы ее, честно говоря, убрал. Мне кажется, если оставить концовку полностью открытой, то есть дать игроку просто убежать в этот свет и оставить его в неведении, это дало бы еще больше почвы для теории и эмоций. Потому что когда игра не говорит тебе прямо, кем ты стал, ты начинаешь сам додумывать этот ужас, и это пугает гораздо сильнее. Но даже несмотря на эти нюансы, игра получилась действительно самобытной и затягивающей. Кстати, о разработчиках. Когда я готовил этот разбор и писал сценарий, у меня возникла мысль, а почему бы не попробовать связаться с самой студией напрямую и задать пару вопросов об игре. И, к моему удивлению, они ответили. Я бы хотел отдельно поблагодарить их за такую лояльность и открытость. И, конечно, отдельное спасибо тебе, зритель. Если ты смотришь этот момент, значит ты досмотрел видео до конца, и для меня это безумно важно. Я только недавно начал делать подобные разборы, и ваша поддержка — это то, что заставляет меня действительно стараться. К слову, игра была полностью на английском, но чтобы вам было комфортнее, я ее перевел при монтаже. Также мне очень важно узнать ваше мнение, как вам такой формат и в каких моментах мне стоит улучшить детали или подачу. Пишите честно, я читаю абсолютно каждый комментарий, даже если их будет очень много. К слову, статистика вещь упрямая, 99% из вас смотрят мои видео без подписки. Если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, поддержите канал подпиской и лайком. Это лучший способ сказать мне, что я двигаюсь в правильном направлении. А если хотите, чтобы я разобрал какую-то конкретную игру, залетайте в мой телеграм-канал. А с вами был Веко. Всем пока.